Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Юлия Баталова. Для тех, кто на канале впервые, мы 2 года назад переехали из России в Турцию. Жили 1,5 года в Газипаше, и сейчас переехали в город Селивке. Переехали мы в этот город по работе. У меня муж устроился на атомную электростанцию, ну а я с детьми дома. А вот так как море далеко от нашего города, 8 километров, я сейчас собралась на море ехать на автобусе. Вообще город Селивке, он где-то в 2-3 часов езды от Алании. Я думаю, Аланию все знают. Вот. Правда, мы раньше жили в Газипаше, там было ближе к Алании, 30-40 минут езды. Вот, но по работе перебрались сюда. Город Селивке большой, и здесь очень много высотных домов. Сейчас я, кстати, выхожу на Д400 и отправляюсь в район Атакент города Селивке. Там как раз есть пляж, и сейчас вам все покажу. Здесь часто курсируют вот такие вот газельки, ну, либо долмушки. Обычно проезд стоит 35 лир. Доехать можно за минут 20 на долмушке, так как находится Атакент в 10 километрах примерно от города Селивке. Вообще Селивке это провинция Мерсин. Это начало Мерсина, со стороны вот Алании, когда едешь. И сначала идет райончик такой красивый Ташуджу. Обычно я туда тоже езжу. Обзорчики делаю на канале. Можете проходить, смотреть. Вот, друзья, из Сусаноглу. Так же, как и в Алании, здесь море находится вдоль дороги Д400. Когда приезжаю сюда на море, часто возникает мысль переехать сюда ближе. Очень много русскоговорящих приезжают сюда и селятся именно здесь, вот в Атакенте, либо в Ташуджу. Это получается прямо у моря. Вот. Ну а с другой стороны, здесь у моря нету газа. И цены немножко дороже. Хотя вот если сравнивать Атакент и Селивке, уже цены, можно сказать, разровнялись. Вот так вот, друзья. Но ездить постоянно как бы можно, конечно. Автобусы курсируют, но хочется вечерами прогуливаться вдоль набережной, спускаться к морю, сидеть. И этого, конечно, нет в Селивке. А зато в Селивке есть все, как бы магазины, все какие-то садики, кстати, там. Здесь вот в Атакенте нету садиков для русскоговорящих. И вот эти моменты, как бы, они останавливают. Позади меня душевые кабинки. В общем, вот эти вот кабинки, они платные, 20 лир стоят. Вообще здесь на пляже были такие кабинки бесплатные, но почему-то их убрали. Их закрыли, точнее. Вот, в общем-то, и это вот пляж Атакент, друзья. Смотрите, здесь песочек. В отличие от Ташуджу, здесь песок. Но в Ташуджу есть Кум-Махалясы, где тоже песок. Вот, но до туда доезжать далековато. Поэтому мы ездим обычно сюда. Ну что, друзья, я искупалась. Не стала я вам в этот раз море показывать. Море в предыдущем ролике есть. В общем, время обеда. Хочу перекусить где-нибудь. Вот. Я даже не знаю, где в Атакенте вкусные кафешечки. Хотя мы тут, конечно, уже кушали. Но мне, если честно, нигде не понравилось. Так что прям вау. Может быть, думаю, куда-нибудь в бургерную сходить. Вот. Я знаю, что
Макдональдсов здесь нет, Бургер Кинга нету. Но зато в Селевке открывается Бургер Кинг скоро. Вот я бы, конечно, типа того что-нибудь съела. Вот, а здесь я даже не знаю. Может быть, даже прогуляюсь немножко. Сейчас схожу в душ вот здесь вот платно. И пойду погуляю немного. Сходила в душ, друзья. И сейчас перехожу по этой дорожке на ту сторону. Хочу прогуляться немножко вместе с вами, посмотреть внутри, в глубине Атакента как. Потому что я постоянно вдоль дорожки гуляла, но вот прям вглубь никогда не заходила. И надо как перекусить где-то, я уже говорила. Так, ну что, вот так вот здесь можно перейти дорогу. В принципе, здесь есть переходы, и так можно перейти, перебежать. Но лучше вот так вот, так надежнее, менее страшно. Потому что движение тут по D400 сильное. Сейчас самое пекло, поэтому, наверное, надо куда-то зайти, посидеть немножко, покушать, а потом уже идти гулять. Вот, но я хочу внутри, не знаю, найду я вообще, нет, что-нибудь, какую-нибудь кафешечку. Знаю, что здесь вот есть Carrefour, магазин, там дальше мы в прошлый раз кушали. Ну, а я вот сейчас по этой дорожке пойду дальше. Смотрите, какие тут домики трехэтажные. Есть, конечно, вот вдали видны и высотные дома. И непонятно здесь, что вообще как. Все, оно Если бы, конечно, был велик, я бы, конечно, тут спокойно прогулялась, поездила, то есть посмотрела бы все. Но на велике до сюда не доедешь. Точнее, доедешь, но мне страшно. Так, куда идти? Давайте в эту сторону пойдем. Здесь вот типа столовая, что ли, какая-то. Здесь кафе написано. Турецкое кофе 30 лир. Смотрите, отель. У меня вообще, когда муж только приехал сюда, он в отель поселился. Мы еще в Газипаше оставались. Возможно, даже в этом отеле жил, не знаю. Но мы там буквально недельку побыли в Газипаше. И смотрите, как красиво. И, короче, сюда переехали тоже. Здесь вот гамбургер написано. Столовка какая-то. Мигрос Джет. Там тоже отель. Короче, здесь одни отели. Тантуни. Давайте посмотрим, сколько стоит. Тантуни 150. Таук Тантуни 120. Балык Экмек 130. Гамбургер 150. Вот такие вот цены. Там дальше тоже есть кафешечка. Короче, кафешек здесь много. Вот. Мне еще надо где-нибудь остановиться, крем намазать. А то сейчас опять сгорю. А здесь тоже кафешечка. А здесь цены точно такие же. Гамбургер, картошка 170 лир. Вот. Кофте Экмек 150 лир. Гамбургер, тост 100 лир. И картошка фри с соусом 80 лир. Так, ну, давайте еще дальше. Глубже посмотрим, что есть. Мне еще интересно, есть ли тут государственные садики. Вот. Потому что если сюда переезжать, я бы хотела водить детей в государственный садик. И вот мы в Газипаше как раз-таки ходили в государственный садик. И, честно, государственный садик нам больше понравился. Вот. Ну а так, я в группе читала, говорят, что как будто бы не берут русскоговорящих детей. Еще одна кафешечка.
Так, ну что, туда, наверное, не будем ходить. Куафер написано, то есть парикмахерская, отель, одни отели. Смотрите, какие цветочки красивые. Вообще погода такая, короче, на улице 31 градус где-то. Жарит, конечно, потому что сейчас самое такое время, но не настолько жарко. Сейчас уже вот эта вот жара спала, и прогуливаться уже можно, потому что я в последнее время вообще как бы не гуляю без велосипеда, и давно уже соскучилась вот по таким вот обзорчикам, и, наверное, вы тоже соскучились, чтобы вот так гулять, показывать улочки. Вот здесь вот я знаю, что D400, она как-то разделяется, вот, и непонятно дальше, как тут все. Отели. Дома, конечно, старые. Дальше не знаю, как там. Здесь апарт-отель написано. Аксай апарт-отель. Короче, еще один отель. В общем, Мира апарт-отель. Короче, одни отели. Здесь магазин Сечь. Кстати, давно я такого магазина не видела. Магазин Сечь. Нету вроде. Не помню уже. Но в Селике точно. Хотя есть вроде бы, но он не рядом. Вот. Мечеть. Я вижу. Короче, Барбер написано. Кафе, ресторан. Интересно, что подают в этом кафе, ресторане. Тантуни написано. Интересно прогуляться. Балак Экмек. Что-то столов нету, может, даже не работает. Gündüz маркет. Короче, вот такие вот домики. Интересно, куда я попаду сейчас, если дальше пойти. Как будто бы так вот гора как будто идет, как будто там дома немножко выше. А здесь вообще закрыто. Пансион. Вот вижу, вон там вот дома высокие. Туда бы, конечно, попасть как-то. А здесь вот такие домики маленькие. Вот, смотрите. Ой, туда высоко сейчас не пойду пешком. Наверное, мне придется сейчас разворачиваться. Потому что, смотрите, как там. Даже машины разворачиваются. Тут домики на горе, короче. Или вот, смотрите, я могу вот по этой дорожке направо пойти. Может быть, там что-то есть. А101. Кая Парт. Отели. Одни отели. Смотрите, гранаты растут. И вижу вот там вот более-менее такие домики. Видите, попаду ли я туда? Нет, по этой дорожке. Или я сейчас в тупик попаду. Короче, вместе с вами сейчас будем все смотреть. Ага, вижу. Смотрите, дома с этими, с аквагорками, с бассейнами. Похоже, я, короче, не туда иду. Видите, тут как все. Мне надо обходить все это. Как будто бы вот так вот стеной, короче, стоит. Все, я туда не пройду, похоже. Но смотрите, здесь какие растут цветы. Обалдеть. Очень красиво. Очень красиво. Ну да, здесь тупик. Но надо сфоткаться обязательно с этими цветочками. Все, сфоткалась. Надо идти обратно. Вот так вот. То, что ветерок дует, прям хорошо становится. Смотрите, какие цветочки. Люблю растительность, люблю цветы. Ну вот, в принципе, вот такие домики более-менее новые.
Ну, это опять апарт-пансион написано. Вот в таких домиках жить интересно, сколько стоит. Ну, конечно, здесь ничего нет, ни бассейна, ни чего, ни сите. Просто домик. О, смотрите, какая машинка. Бэха. С желтыми номерами. Красотка. Что получается? Я обратно на D400 иду. И надо как-то наверх пойти. Здесь домики старые. А там наверху виднелись новые домики. Мне интересно прогуляться именно вот в таком месте, где новые дома. Смотрите, вот я и говорила, здесь D400 как-то разделяется. Вот оно, по сути, прямо идет. А как наверх подняться? Короче, разделено здесь отдельно домики, здесь отдельно домики. Вот, наверное, туда мне надо было попасть. Но это уже я про Клыки там будет. Вот, а я хотела вот сюда вот, там посмотреть. Интересно, попаду, не попаду? А это вот ведет дорога к Искалиси, Мерсин, короче, туда. Вот. А здесь, если поехать, то вдоль моря поедете. Ну вот отсюда интересно, я наверх попаду, не попаду. Короче, жарко очень. Вот. И... А как интересно, по-другому только вот эта дорога получается? Другой дороги нету. Знаете, если, короче, здесь жить, вот здесь, вот в этих домах, вот которые дальние, это надо что, подниматься по этой дороге постоянно? Но, если честно, сложновато. Если пешком, а если на велосипеде, то это надо как-то дорогу проезжать в ту сторону, поэтому, наверное, та часть лучше будет заселяться. Ну вот, смотрите, это, короче, часть, где я вам показывала большие дома. Вот, и это как будто бы на горе все. Здесь вообще кафешками даже не пахнет. Фу, я устала. И дальше даже не буду, наверное, ходить. Я точно не хочу в таком месте жить, куда пешком вот так вот надо идти. Ну, наверное, здесь тоже автобусы ходят. Но на автобусах я благополучно могу и с Селевки приехать. Так что пошла я обратно, друзья. Да уж, вот в таких домах жить я бы не хотела. Вот в таких вот. Ой. Надо, наверное... Короче, я поняла, как тут. Тут особо ничего и нету, можно сказать. Вот. Короче, эта часть так вот сужается, эта часть. С этой стороны такие маленькие домики. Там есть, короче, где погулять. Мы там гуляли, в принципе. Но это как Епроклыки считается. Вот. А если Атакент, то это, наверное, в начале Атакента. Ну, то есть в самом углу, если пляж, то это в начале пляжа надо селиться. В той стороне, где большие дома, когда только в Атакент заезжаешь. Вот. В общем, друзья, как будто бы не вариант даже. Что-то как-то в Атакенте жить. Скажите, кто живет в Атакенте? Вот, наверное, на этой стороне лучше жить, да? Вот там вот. И море рядом, не надо дорогу переходить. Либо же вон, видите, большие дома, вот там вот. Это прям на этой стороне тоже, в начале Атакента. Либо там, короче, селиться. Вот, а вот эти места, эта сторона, вот эта сторона, как будто бы не вариант. Короче, я, наверное, покушаю где-нибудь вдоль дороги, потому что... Так, видите, газелька с той стороны выезжает. Вот, то есть газелька оттуда едет, получается. Ну, покушать точно надо. Что-нибудь поедим.
Но я хочу что-то такое поцивильнее найти. Чтобы, может быть, кондеры были. В прошлый раз мы сидели, там были такие переносные кондеры. И было нормально. Вот. Такие дела. Так, смотрите, еще раз объясняю, кто не понял. Вот здесь вот, получается, делится на две стороны. Вот здесь вот это прям на горе, а вот эта сторона это нормальная. И на этой стороне, в принципе, ну, можно еще как-то думать жить. Либо вот там. Вот. Но это мое личное мнение. Пишите, кто где живет, интересно вообще. Где комфортнее жить. Вот русскоговорящие меня смотрят с кем-то, пишите. Кстати, вон автобус едет, 170-й. Он постоянно ездит в Мерсин. И по Мувиту можно посмотреть, во сколько он едет. Выходить на остановку, потому что Мувит никогда не врет. Вот, нужно выходить за 10-20 минут заранее. На 10-20 минут может опоздать еще автобус. О, смотрите, рыбный ресторанчик. 400 лир вижу чупра, 400 лир ливрек. Вот. Ну, а я ливрек могу за 100 лир найти и пожарить сама. В Каррефуре купил, сразу же поехал, поджарил, чем за 400 лир покупать. Вот. Вот здесь вот банкоматы, смотрите. Банкоматы вот тут находятся, оказывается. Отель Эфес. Короче, чего только не написано тут. А вот и Далмушка. Но я пока еще хочу покушать. Я еще не спешу домой. Так что пойдемте покушаем. Я вот отсюда начала вам снимать. То есть я такой круг дала, отсюда зашла. Вот. То есть от Каррефура эта сторона вообще там мне не понравилась. На той стороне я, конечно, еще не была. Вот там вот. Но там тоже как будто бы гора, все на горе находится и не знаю. Так, я видела где-то здесь одну кафешечку. Я сейчас туда и пойду. Не вот эту. А она такая небольшая была. Здесь, кстати, как вот Таук-де-Ньяссы, как в Алании. Наподобие. Вот. Тантуни, Брюксель написано. Народу, конечно, много, наверное, вкусно, но мне хочется в другое место пойти. Ценник, кстати. Тантуни 170 лир. В прошлый раз мы кушали вот здесь вот. Кстати, с меня в этот раз за душ не взяли. Говорит, типа не надо, короче. Я удивилась. Почему не надо? Почему когда-то платно, а когда-то бесплатно? От чего зависит? Короче, вот здесь я хочу покушать. Смотрите. Короче, принесли мне донор. Слушайте, ну он такой прям вкусный и большой. И такой поджаристый, что мне очень нравится. Антакия называется, 120 лир. Напротив прям Сусанова. Очень вкусный. Садонор какой-то называется. В общем, советую всем. А я уже доехала, друзья, до Селевке. Как вам сегодняшняя прогулочка? В общем, по мне так хорошо у моря жить, но надо знать район. Вот. Все-таки переезжать не глядя тоже нельзя, потому что потом еще надо будет там целый год жить. Мы здесь вот, когда переезжали, мы, можно сказать, не глядя сняли квартиру в Селевке, но здесь все-таки есть все. Как я и говорю, повторяюсь, и магазины,
И садики здесь прям под боком, и школа. И так как у нас 3 детей, все-таки нужно учитывать вот эти вот моменты. Поэтому как-то так, друзья. Пишите ваши комментарии. А у нас настал вечер, и мы пришли поплавать немножко. И весь бассейн в нашем распоряжении. Включили уже свет, потому что на улице темно, 7:30 время. Короче, забрала я с садика детей. И подальше от них, а то они сейчас плескаться будут. Вот, сяду сейчас с вами здесь немножко поболтаю. Вместе с нами покупайтесь немножко. Передам вам, считай, атмосферу. Ой, жаль, конечно, что бассейны здесь не работают круглый год. Хотя крытый бассейн, но они, к сожалению, не подогревают бассейн, поэтому... То есть подогрев бассейна нету. Хотя, может быть, конечно, можно как-то скинуться с жильцами и это благоустроить все. Вот. Заходила в тот общий бассейн, там общий бассейн еще есть. Там, короче, ребята, ну, короче, общего пользования. И видно, что не с нашего сита есть ребята. Ну, то есть люди приглашают там вот кого-то себе в гости, видать, и все плавают там. А это чисто женский. И как бы уж мамы все своих детей сюда тоже приводят. Хотя там в общем есть маленький детский бассейн, который так вот как джакузи бурлит. Он и здесь есть, но его не включают, не очищают. То есть вода заполнена, и она как будто такая мутноватая стоит. Вот, в общем, как-то так, друзья. Ну, сказать честно, прям атмосферненько, так хорошо. Еще, конечно, сауну думала включить. Вот, а потом думаю, да ну нафиг. Сейчас еще с сауной. И так, короче, сауна. Ну, тепло очень. У нас еще комарики появились здесь в бассейне, потому что окна открыты были всегда. Сейчас смотрю, окна все закрыли. Вот, комаров нету. Пришел Кападжи. У нас Кападжи вечно ходит, все проверяет. Вот. Там, где не надо, выключает свет. Очень-очень часто ходит. Хороший у нас Кападжи. Работает. Вот. Всегда улыбается, короче. Наш Кападжи самый лучший. Только жаль, что они не устроили, конечно, на зиму вот это все, всю красоту. А вообще классно. Давайте я вам поставлю на полный режим. Ага, камера, смотрите, что на таком режиме. Ну вот, запотела, короче, камера. Все так блестеть начало, смотрите. А в том, кстати, бассейне вот эти вот края еще освещаются. Ночью, когда плаваешь, короче, там еще вот прям, ну, бассейн классный, конечно, тот был. Это такой квадратный бассейн, а тот такой еще Г-образный, то есть он еще больше. Вот, и для тех, кто на канале впервые, в общем, за Айдат мы платим 1250. Было 750 до Нового года, сразу на 500 продлили. В общем, вот так вот сижу, друзья. Темно уже становится. И камера, конечно, не ахти снимает. Но все же. В общем, вот так вот мы завершаем сегодняшний вечер. Вот, я, по сути, стою. Вот такая вот вода. Вот перед сном, друзья, вот прям перед сном, вот, я не знаю, как вот передать даже это. Вот, прям шикарно, шикарненько. Такого кайфа я никогда в жизни не испытывала. Все-таки бассейн — это кайф. Это не такой бассейн, такой маленький-маленький, да, здесь можно и поплавать, и понырять, и прям какие-то там делать водные процедуры. То есть огромный бассейн. Даже, наверное, то, что иногда, конечно, хочется так, чтобы он на улице был.
чтобы пальмы такие были, да, чтобы на солнышке можно позагорать. А вот так вот, когда вечером выходишь, у нас еще он работает до 10, с 5:30 до 10. Когда вот так вот перед сном уходишь, понимаешь, что нафиг этот уличный бассейн, хорошо, что крытый, и хорошо, что есть возможность вот так вот спокойно порезвиться. Вот. А если бы он был на улице, наверное, там комаров, видимо-невидимо. Еще получается больше, чем тут даже. И, кстати, да, все закрыто. Было открыто все. Так что на этой прекраснейшей ноте буду заканчивать этот ролик. Пишите свои комментарии. Всех люблю, всех целую. Всем пока.